Привет, армия. Что бы вы сделали, если бы последнее сообщение от человека, которого вы так любите, внезапно появилось посреди вашей военной службы? Что, если бы сообщение было полно слез, воспоминаний и секретов, которые тщательно хранились? Мир армии потрясла шокирующая новость. Чингук из BTS, Золотой Макне, который в настоящее время служит в армии в другом подразделении, чем Тэхён, внезапно отправил эмоциональное сообщение, адресованное конкретно своему лучшему другу и брату по оружию. Сообщение неожиданно увидела публика, и через несколько минут миллионы солдат и фанатов по всему миру плакали, рыдали и даже не могли спать после его прочтения. Каково было содержание сообщения? Почему Чингук решил раскрыть его сейчас? И самое шокирующее — это знак чего-то большего. За стенами строгой военной подготовки, где общение с внешним миром строго ограничено, Чон Чингук, по-видимому, хранил секретное письмо, сообщение, которое он написал собственной рукой, наполненное эмоциями, которые он скрывал. Письмо было адресовано Ким Тэхёну, его лучшему другу с момента дебюта, его партнеру по смеху и слезам и человеку, которого он всегда называл «второй половинкой своей души». Когда сообщение наконец дошло до Тэхёна, каким-то образом Ви прочитал его в военном общежитии в окружении своих товарищей. По словам источника, близкого к участникам BTS, Тэхён не смог сдержать слез. Он рыдал так сильно, что его товарищам по армии пришлось утешать его часами. Итак, что же именно было в сообщении Чингука, что так расстроило Тэхёна и армию? Одного только первого предложения было достаточно, чтобы армии, прочитавшие перевод, сразу почувствовали стеснение в груди. Чингук, который известен как самый жизнерадостный и энергичный участник, внезапно показал свои страхи, страх времени, расстояния и неопределенности. Тэхён, который всегда был известен как таинственная и загадочная фигура, оказался плечом Чингука, на которое можно было опереться в самые трудные времена. Сообщение показало, насколько глубока их связь, больше, чем просто друзья, больше, чем просто товарищи по группе. Больше всего армии заплакали, когда Чингук признался в том, что скрывал все это время. «Я никогда этого не говорил, но это правда. Мне страшно. Боюсь, что после этой службы в армии мы уже не будем прежними. Боюсь, что мир разорвет нас на части. Я не хочу потерять тебя, Хён. Ты — самая важная часть моей жизни». Это предложение было похоже на сильную пощечину для армии, которые всегда восхищались химией между Чингуком и Тэхёном. В течение многих лет они были дуэтом, который всегда выглядел компактно, от их выступлений на сцене, взаимодействия в прямых трансляциях до интимных моментов за кулисами. Но за всем этим оказывается, что у Чингука есть очень глубокий страх. Кульминацией сообщения стало самое душераздирающее признание. «Если однажды я не смогу вернуться, пожалуйста, позаботься о себе. Позаботься об армии ради меня. И, пожалуйста, никогда не забывай, что я люблю тебя, Хён». Что Чингук имел в виду под «не могу вернуться»? Этот вопрос сразу же вызвал панику среди армии. Был ли Чингук в опасности? Он что-то скрывал о своем здоровье? Или это было просто выражение беспокойства? Внутренний источник сообщил, что после прочтения сообщения Тэхён немедленно попытался связаться с Чингуком, но не смог. Затем он, как сообщается, попросил у своего командира особого разрешения встретиться с Чингуком, но просьба не была удовлетворена. Несколько солдат, у которых есть знакомые в корейской армии, даже распространили новость о том, что Тэхён упал в обморок, эмоционально упал, и его пришлось отвезти в военную клинику из-за стресса, который он испытывал. Как только сообщение Чингука распространилось в социальных сетях, хэштег «решетка Stay Strong Kandwe» тут же стал трендом по всему миру. Тысячи фанатов выложили скриншоты сообщения, признаваясь, что не могут сдержать слез. «Я не могу это читать. Чингук, ты должен вернуться в целости и сохранности. У них обоих связаны души. Я не могу представить BTS без них». Знаменитости и музыканты со всего мира также выразили свою поддержку. Американский певец Чарли Пут написал: «Это душераздирающе. Оставайтесь сильными, братья.
Тем временем южнокорейские военные тайно следят за ситуацией. Офицер, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что командир дивизии, где служили Чингук и Тэхён, провел экстренное совещание. Совещание предположительно было связано с вирусным сообщением Чингука, которое, как считалось, повлияло на боевой дух войск. На фоне напряженности на фан-форуме BTS появилась загадочная 37-секундная аудиозапись. Предположительно, это был голос Чингука, звучавший дрожащим, словно сдерживающим слезы. «Я не должен этого делать, но я не могу этого выносить». Некоторые считают, что это продолжение письменного сообщения, но другие сомневаются в его подлинности, поскольку подтверждения от Big Hit Music не было. Говорят, что Тэхён написал ответ Чингуку. Сотрудник военной подготовки видел, как Тэхён что-то писал на листке бумаги, а затем прятал его в карман своей формы. Когда его коллеги спросили об этом, Тэхён только горько улыбнулся и сказал: «Это между мной и Чингукома». Реакции других участников BTS также начали появляться. Сообщается, что Джин, который закончил военную службу, навестил двух своих младших братьев по отдельности. Размытые фотографии показывают, что Джин ведет серьезный разговор с военным офицером, скорее всего, с просьбой об особом разрешении. Шуга, который обычно спокоен, сделал загадочный пост на Уиверс. Все драгоценное должно быть защищено, даже если это означает пойти против всего мира. Армии по всему миру теперь собирают поддержку с помощью хэштегов #Бринджком и #Противстаекаак. Были предприняты реальные действия, от отправки писем в Министерство обороны Кореи до виртуальных молитв. Некоторые фанаты даже стояли на страже перед офисом HYBE Entertainment, прося компанию принять меры. Но за всей этой драмой все еще висит один вопрос: почему сообщение Чингука стало достоянием общественности? Было ли это военной халатностью? Или кто-то намеренно слил его? Некоторые пользователи сети начинают подозревать заговор, учитывая, что BTS часто подвергаются нападкам со стороны антипоп-групп. Но одно можно сказать наверняка: связь между Чингуком и Тэхёном гораздо глубже, чем кто-либо мог себе представить. Сообщение было не просто выражением тоски. Это был крик души, сдерживаемый более десятилетия. За холодными стенами армии, среди строгих запретов, их любовь и братство все же нашли способ издать звук. Возможно, именно в тишине военной службы мир наконец понял, что за сверкающей сценой скрываются двое молодых людей, которые просто хотели продолжать заботиться друг о друге. Сегодня вечером в тысячах городов зажгутся миллионы свечей для Чингука и Тэхёна. И за молчаливыми стенами армии, возможно, эти две души почувствовали тепло любви мира.